Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим легкий бисквитный торт с вертикальными коржами, с нежнейшим малиновым сливочно-творожным кремом. Готовится он достаточно просто и быстро. Начнем с приготовления бисквита. В диже миксера соединяем 6 яиц категории S1, 110 граммов воды, 200 граммов сахара, 15 граммов ванильного сахара и щепотку соли. Все взбиваем до густой пышной белой массы. Все продукты для бисквита должны быть комнатной температуры. Отдельно соединяем 150 граммов муки, 90 граммов кукурузного крахмала и 7 граммов разрыхлителя. Просеиваем через сито и перемешиваем для равномерного распределения. В 2-3 приема добавляем сухие ингредиенты во взбитую яичную массу и аккуратно замешиваем бисквитное тесто. Делим тесто на 2 противня размером 30 на 40 см и равномерно распределяем тонким слоем. Противни нужно застелить антипригарными ковриками или силиконизированной бумагой для выпечки. Выпекаем при температуре 190 градусов приблизительно 10 минут, до нежно-золотистого цвета. Если бисквит пружинит при нажатии пальцем и вмятина не остается, значит он готов. Коржи должны хорошо пропечься, но важно и не пересушить. Бисквит сразу снимаем с горячего противня и накрываем пищевой пленкой или вторым ковриком, чтобы он не высыхал. Я выпекала бисквиты по очереди. Готовим крем. 10 граммов желатина силой 220 блюм. Замачиваем 60 граммами воды. Перемешиваем и оставляем для набухания. У меня быстрорастворимый, он набухает буквально за 10 минут. 250 грамм малинового пюре у меня готовое замороженное. Соединяем со 160 граммами сахара и 15 граммами ванильного сахара. Можно приготовить пюре самостоятельно из замороженной или свежей малины. В этом случае можно добавить чуть больше сахара. И при желании можно протереть через сито, чтобы избавиться от косточек. Доводим на плите до кипения и полного растворения сахара. Снимаем с плиты, сразу добавляем набухший желатин и тщательно перемешиваем. Когда желатиновая масса полностью разошлась, добавляем 250 граммов творога. Чем жирнее творог, тем лучше, у меня 9%. И пробиваем погружным блендером до получения гладкой однородной массы. Оставляем массу остывать до слегка теплого состояния. А этим временем взобьем 500 граммов холодных жирных сливок, жирностью 33-35%. Взбиваем до состояния мягкого пика. Как правильно работать со сливками, можно посмотреть в отдельном видео. В подостывшую творожно-малиновую основу добавляем немного сливок и быстро перемешиваем. Мы это делаем для того, чтобы немного сблизить температуры обеих масс. После этого можно объединять в 2-3 приема с остальной частью взбитых сливок. Этот крем нужно готовить непосредственно перед сборкой торта. У бисквитов срезаем сухие края. Эти обрезки при желании можно будет превратить в крошку и украсить ней торт. Теперь делаем надсечки и разрезаем каждый корж на равные полоски. От ширины полоски будет зависеть высота будущего торта. Делим крем на 2 равные части и распределяем по бисквитам тонким равномерным слоем. Немного крема нужно оставить, чтобы покрыть бока и верх торта. Оставляем минут на 5 и скручиваем первую полоску в рулет. Сильно давить при сворачивании не нужно, чтобы не выдавливался крем. Теперь получившийся рулет устанавливаем вертикально на подложку и продолжаем наслаивать поочередно все коржи. Собранный торт оборачиваем ацетатной пленкой и зажимаем кольцом. Покрываем верх кремом, накрываем пищевой пленкой и убираем торт в холодильник на несколько часов для пропитки и стабилизации. Немного крема у меня еще осталось, я его убрала в холодильник вместе с тортом до момента использования. Когда торт стабилизировался и пропитался, освобождаем его из формы и покрываем боковые части остатками крема. Тортик получается очень вкусный и нежный, обязательно попробуйте и поделитесь своими мыслями об этом рецепте в комментариях. А у меня на сегодня все, до встречи в новом видео.